Ирина Метлицкая – замечательная актриса театра и кино. Ее роли были невероятно яркими и запоминающимися, а печальный и в то же время привлекательный взгляд пытались разгадать поклонники. У нее было все, о чем только можно мечтать. Блестящая карьера, слава и популярность, любящий муж и дети. Но, к сожалению, когда Ирине было всего 35 лет, она неожиданно для всех ушла из жизни. Ирина Юрьевна Метлицкая родилась 5 октября 1961 года в Северодвинске в Архангельской области. Однако вскоре ее родители развелись, и тогда мама забрала дочь и уехала с ней в Беларусь. Именно там и провела детство Ирина. В школьные годы девушка отличалась отстраненностью и была очень неразговорчивой, в связи с чем у нее практически не было друзей. И Ирина предпочитала проводить все свое время за учебой. Ей легко давались точные науки, и девушка даже хотела связать свою жизнь именно с этим. Мама Ирины, Татьяна Павловна, говорила на одном из интервью, что в школьном возрасте девочка совсем не была творческим человеком и даже не думала о том, что когда-то станет актрисой. Все изменил случай. Как-то раз к ним в школу пришел режиссер Игорь Добролюбов, который искал актеров для своей новой работы «Расписание на послезавтра». И как только режиссер заметил Ирину, его сразу же привлекли ее печальные и очень серьезные глаза, и он понял, что обязательно должен взять девушку в этот фильм. Таким образом, Ирина и попала на экраны. Девушка снималась вместе с очень талантливыми актерами того времени, и уже через пару месяцев съемок поняла, что очень хотела бы стать актрисой. Однако она не сразу решилась на учебу в театральном. Девушка уже давно планировала поступать на физико-математический факультет и не стала кардинально ничего менять. Но как только она поступила, достаточно быстро поняла, что это все-таки не то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь. И уже на первом курсе решила забрать документы. Ирина поехала в Москву, хоть это было, конечно же, непросто. Однако ей удалось с первой попытки поступить в Щукинское училище. К сожалению, и во время учебы там у нее были не самые хорошие отношения с одногруппниками, поскольку она всегда была очень отстраненной и не любила разговаривать. Многие стали считать ее недосягаемой. Девушка посвящала все свое время учебе, и в итоге уже на 4 курсе ее приняли в «Современник», хотя на тот момент далеко не каждому удавалось в него попасть. Буквально с первого же года у нее были очень хорошие и сложные роли, и вскоре у девушки появились поклонники и первая популярность. Ее игру оценили по достоинству многие режиссеры и актеры, в том числе Олег Табаков, Роман Виктюк и многие другие. Сергей Маковецкий как-то говорил, что зрители будто мгновенно влюблялись в актрису, когда она появлялась на сцене. Впервые она появилась в кино еще в школьные годы, а затем получила свою вторую роль уже в 1985 году в картине «Личное дело судьи Ивановой». Конечно, это были не очень большие роли, однако со временем ее стали замечать и доверять разноплановые роли все больше и больше. Среди картин, в которых снималась актриса, можно выделить роман Аля Руссо, «Не забудьте выключить телевизор», «Мы веселы, счастливы, талантливы», «Выкуп», «Радости земные», «Куколка», «Палач», «Любовь, предвестие печали», «Макаров», «Черная вуаль» и многие другие. Долгое время Ирину считали недосягаемой, до тех пор, пока в ее жизни не появился Сергей Газаров. Молодые люди познакомились в «Современнике» и достаточно быстро поняли, что между ними есть симпатия. Вскоре Сергей сделал Ирине предложение, и они поженились. Семейная жизнь складывалась очень хорошо. Супруги любили друг друга и были счастливы вместе. Однажды на одном интервью Елена Казаринова рассказывала: «Удивительно, но холодная и неприступная Ирка оказалась подлинным вулканом.
а не уроженец Баку Сережа. Влюбленная Метлицкая светилась таким счастьем, что могла отогреть кого угодно. Глядя на нее, люди поневоле начинали улыбаться. Ирина и не думала скрывать ни начинавшегося романа, ни потом силу своей любви к мужу. Все было хорошо. Ирина была очень популярной и востребованной актрисой, часто выходила на сцену и снималась в кино. В семье тоже царила любовь и взаимопонимание. У Ирины и Сергея родились двое сыновей – Никита и Петр. Причем актриса старалась не сидеть дома. Даже после родов едва ее выписали домой, как Ирина явилась в театр, чем буквально ошеломила коллег. Лия Хиджакова однажды рассказывала об Ирине. Она очень рано созрела как актриса. Ее все любили в театре. Она была легкая, блистательная, красивая и всегда улыбалась. Я никогда не видела ее мрачной, депрессивной, угрюмой. При ней забывалось, что жизнь трудна, хотелось говорить, жизнь прекрасна. Она как-то умела все делать легко, и рожала легко, и кормила легко, и успевала семье всю себя отдать, и на репетицию прибежать. У нее было легкое дыхание. К сожалению, все рухнуло в один миг, когда Ирине сообщили страшный диагноз – острый лейкоз. Актриса старалась держать себя в руках и не сдаваться. О том, что она серьезно больна, знали лишь самые близкие люди, поскольку Ирина не хотела об этом никому рассказывать. Сергей был ошеломлен этой новостью, однако он не стал впадать в панику. Наоборот, собрал все силы и стал искать деньги, чтобы поехать вместе с любимой женой в Европу и попасть в клинику к самым лучшим врачам. Сергей не жалел ничего ради своей супруги. Он старался изо всех сил, поддерживал ее и был всегда рядом. К сожалению, все усилия врачей не принесли результата, и в 1997 году Ирина ушла из жизни. Все вокруг были шокированы этой новостью. Актрисе было всего лишь 35 лет. Поклонники и не подозревали о болезни. Всем вокруг казалось, что Метлицкая полна сил и энергии. Уход Ирины Юрьевны стал огромной потерей для Сергея и детей. Они очень сильно переживали. Даже спустя долгие годы стараются не рассказывать и не комментировать потерю. Сергей решил с утра до вечера работать, чтобы не думать о своем горе. Он открыл свой ресторан и пропадал там постоянно. Конечно же, было нелегко, но единственное, чего хотел супруг, это забыть обо всем. Очень жаль, что Ирина Юрьевна так рано ушла из жизни, ведь у нее было все, о чем только можно мечтать. Но даже несмотря на короткую жизнь, ей удалось исполнить множество замечательных ролей. И до сих пор эту талантливую актрису помнят и очень любят.